如此繁杂的规则，让他无法全心参悟。砸碎！ Ло Фэн занялся крайне сложной игрой, которая проверяла характер и сумел выйти вперед. Что же произошло далее? Все находившиеся эксперты одновременно посмотрели на Ло Фэна. За одно мгновение он превратился из обычного участника испытания в главную преграду на пути остальных к наследию. Некоторые эксперты начали открыто проявлять враждебность, а представители трех крупнейших сил практически сразу решили действовать. 8 мастеров вселенной из клана Божественного Ока, Священной Земли Пурпурной Луны и Священной Земли Восточного Императора одновременно атаковали Ло Фэна. Их целью было не только уничтожить его, но и лишить возможности спокойно продолжать изучение игры. Ло Фэн немедленно активировал свою защиту. Его броня изменила форму, которая выдерживала одну атаку за другой. Один из противников заявил, что человечество обладает всего одним мастером Вселенной и не имеет права претендовать на наследие, предназначенное для сильнейших существ Вселенского океана. Представитель клана Божественного Ока ответил еще холоднее перед лицом грядущего великого бедствия. Любые методы допустимы, если они позволяют получить наследие. Ло Фэн прекрасно понимал, что спорить бесполезно. Его главной проблемой было другое. Каждую секунду сражения он терял силы и внимание, необходимые для игры Носорога Императора. Тем временем битва становилась все более хаотичной. Рядом находились более слабые участники, которые вообще не могли защитить себя от столкновения экспертов такого уровня. И вскоре произошло то, чего никто не ожидал. Несколько атак задели сторонних участников. В тот же момент древние защитные механизмы лодки Мавзолея активировались. Луч мгновенно устремился к одному из мастеров Вселенной Священной Земли Восточного Императора. Тот, кто держал огромный божественный молот, поднял голову, и его выражение резко изменилось. «Нет!» Один из мастеров Вселенной, оказавшийся ответственным за гибель посторонних кандидатов, был уничтожен единственным ударом. Его истинные сокровища мгновенно исчезли и были поглощены лодкой Мавзолея. Погибшим оказался мастер преобразующего тумана, особая форма жизни, состоявшая из тумана. Он прожил бесчисленное количество эпох реинкарнации и считался чрезвычайно трудным противником, которого даже сильнейшие эксперты не могли легко уничтожить. Но перед силой Дуань Дунхэ он погиб мгновенно. После этого все окончательно поняли правило: атаковать Ло Фэна разрешено, но нельзя причинять вред другим участникам. Теперь 7 мастеров Вселенной продолжили сосредоточенную атаку только на нем. Ло Фэн быстро понял, что продолжать сражение и одновременно изучать игру становится практически невозможно. Ло Фэн был вынужден постоянно защищаться и практически не мог сосредоточиться на игре. Именно этого противники и добивались. Им вовсе не обязательно было убивать его. Достаточно было не позволить ему продолжать постигать игру Носорога Императора. Ло Фэн прекрасно понимал их замысел, и именно это раздражало сильнее всего. Форма зверя-бога выдерживала их атаки, но поддержание такой защиты требовало огромного количества божественной силы. Чем дольше продолжалась битва, тем хуже становилось его положение. Ло Фэн быстро оценил ситуацию. 6 противников превосходили его по силе, а еще 2 находились примерно на одном с ним уровне, однако даже этого было достаточно, чтобы совместная атака поставила его в крайне тяжелое положение. Если все продолжится таким образом, у него просто не останется божественной силы для дальнейшего постижения игры, а игра Носорога Императора была гораздо важнее победы в этой конкретной битве. Поэтому Ло Фэн решил изменить ситуацию. Внезапно он направился прямо в сторону другой группы кандидатов. 123 завершенных каменных столба слева внезапно вспыхнули черным и белым светом. 123 соответствующих поврежденных столба справа одновременно отреагировали. 246 потоков света появились в коридоре, после чего соединились и превратились в один ужасающий луч. Он двигался настолько быстро, что даже мастера Вселенной не успели отреагировать. Правило было предельно простым. Кандидатам разрешалось сражаться друг с другом, но если их битва приводила к уничтожению других участников, следовало немедленное наказание. Ло Фэн молча посмотрел на каменные столбы и даже почувствовал холод внутри. Он не ожидал, что эти столбы способны мгновенно уничтожить мастера Вселенной. Более слабые кандидаты пришли в ужас, однако 3 крупнейшие силы быстро поняли главное ограничение. «Сдавайся, ты не сможешь победить всех нас, даже если выживешь. Сколько божественной силы у тебя останется для постижения игры?» Выражение Ло Фэна стало еще холоднее. Он понимал, что противники правы. Продолжать битву в таком состоянии было невозможно. Его божественная сила стремительно расходовалась, а скорость постижения игры уже начала снижаться.
Впереди оставалось еще огромное количество конфигураций. Ло Фену требовалось найти другой выход. И тогда он принял решение, которого до последнего старался избегать. Внутри зверя-бога внезапно появилась огромная багровая башня. Зверь-бог исчез, а башня опустилась прямо на землю. Это была звездная башня. 7 мастеров вселенной уставились на нее. Их лица изменились. Они сразу поняли, что перед ними истинное сокровище. Он спрятался внутри. Отлично. Если мы запечатаем дворец, он больше не сможет продолжать постижение игры. Ло Фен спокойно находился внутри башни и слышал каждое слово. Затем он лишь усмехнулся. Противники совершали фундаментальную ошибку. Они даже не представляли, с каким сокровищем столкнулись. Один из мастеров вселенной вышел вперед. Его божественная сила вспыхнула, и над башней звезды появился огромный трехцветный столб. Это было мощное сокровище запечатывающего типа. В его нижней части открылось отверстие, из которого вырвалась невероятная сила всасывания. Башня звезды задрожала, но не сдвинулась. Мастер вселенной стиснул зубы и влил в сокровище еще больше божественной силы. Остальные начали помогать ему, передавая собственную силу. Результат не изменился. Башня звезды продолжала неподвижно стоять на земле. Один за другим другие мастера вселенной попытались использовать свои сокровища. Затем они начали занимать запечатывающие сокровища у союзников. Но ничего не помогало. Башня звезды оставалась совершенно неподвижной. Ло Фен спокойно наблюдал за происходящим изнутри. Они считали башню звезды всего лишь чрезвычайно мощным, истинным сокровищем высшего уровня. Но на самом деле ее уровень был значительно выше. Трехцветная башня действительно являлась мощным запечатывающим сокровищем высшего уровня. Однако против башни звезды она оказалась бессильна. Постепенно 3 крупнейшие силы поняли, что обычные методы не работают. Если они хотят подавить Ло Фена, им необходимо сокровище еще более высокого уровня. Высшее истинное сокровище. Взгляды всех экспертов обратились к клану Божественного Ока. Второй, истинный бог, и 7-й уже находились здесь. Именно у них могли быть сокровища, способные изменить ситуацию. Мастер теневой пыли немедленно передал сообщение: «Истинные мастера, мы не можем подавить Ло Фена. Нам нужна ваша помощь». Второй истинный бог спокойно ответил, что они только что прибыли и уже знают установленные Дуань Дунхэ правила. Напрямую атаковать другого кандидата они не могут. Если нарушить правила, последует наказание. Клан Божественного Ока оказался в тупике. Они не могли позволить Ло Фену спокойно продолжать продвижение, но и напрямую уничтожить его не имели права. Тогда заговорил 7-й истинный бог: «У меня есть способ». Все сразу обратили на него внимание. У меня есть высшее истинное сокровище – ледяная утесная крепость. Атмосфера мгновенно изменилась. Это было уже совершенно другое сокровище. Но 7-й истинный бог сразу предупредил о серьезном ограничении. Ледяная крепость признавала владельца и предъявляла чрезвычайно высокие требования к силе воли. Мастер вселенной, использующий ее, должен обладать особой силой воли. Теперь 3 крупнейшим силам требовался подходящий кандидат. Мастер вселенной с невероятной силой воли, готовый рискнуть всем ради попытки запечатать Ло Фена. Ведь если Дуань Дунхэ сочтет использование ледяной крепости нарушением правил, погибнет тот, кто решится ее применить. 7-й истинный бог начал готовить сокровища. Он объяснил, что ледяная крепость является высшим истинным сокровищем, и что обычные сокровища не смогут противостоять ее силе. Если башня звезды не окажется столь же невероятным сокровищем, Ло Фену будет крайне трудно вырваться после начала запечатывания. Все взгляды снова обратились к башне звезды. Внутри башни Ло Фен сохранял спокойствие. Предыдущие атаки лишь раздражали его, а неудачные попытки вытащить башню звезды даже казались забавными. Но теперь все изменилось. Высшее истинное сокровище действительно могло стать серьезной угрозой. Перед Ло Феном по-прежнему находилась игра Носорога Императора. Наследие было совсем близко. Но теперь практически весь Вселенский океан, казалось, объединился ради одной цели – не позволить ему получить его. И никто из противников еще не знал самого главного. Они даже не представляли, насколько ужасной на самом деле была башня звезды. Мастер Желтой реки медленно вышел вперед. 7-й истинный бог приготовил ледяную крепость.
Остальные мастера вселенной отступили, освобождая пространство. Все смотрели на башню звезды. Впервые с начала сражения выражение Ло Фэна стало по-настоящему серьезным. Если ледяная крепость сумеет запечатать башню звезды, он может оказаться в ловушке. А если потеряет слишком много времени, его продвижение в игре остановится. Тогда наследие, к которому он так долго приближался, может ускользнуть прямо из его рук. И теперь все зависело от того, сможет ли башня звезды выдержать силу высшего истинного сокровища. А продолжение рассмотрим уже с обзором новой серии. Спасибо за просмотр и всем пока.